Друзья, привет! Я блогер Альбина. И я продолжаю свою прогулку по старинному Нюрнбергу. Часть вторая, не заключительная, вечерело. И держу я путь на Нюрнбергскую крепость. А впереди, посмотрите слева, вот это красивое старинное здание. Это городской музей Фембахаус. Если хотите подробнее узнать об истории Нюрнберга, посетите его. И, кстати, там продаются за 1 евро оригинальные открытки. Обратите внимание на окна. На некоторых окнах вот такие выступы, как эркерные балконы. Раньше их украшали иконами, статуями, делали как маленький алтарь, и на них молились. А идти становится все сложнее и сложнее, ведь мы поднимаемся на скалу, на Нюрнбергскую крепость. Раньше ее называли Норимбург, Бург-крепость, Нор-скала, а в Средневековье ее называли еще и Кайзербург, императорская крепость, и жили здесь императоры. А символ Нюрнберга – это птица Норис, птица с женской головой. Я ее вам еще покажу на здании Ратхауса. На табличке написано чье-то имя, фамилия и цветы оптом. Видимо, здесь цветочный магазин. Интересно, а вот в 18 веке, наверное, у них это семейное, может, этот магазин и тогда работал. Как я уже и говорила, Нюрнберг – это богатый и успешный город ремесленников и художников. Здесь, в Нюрнберге, Петер Хенлейн изобрел карманные часы, а Мартин Бехайм – глобус, на котором еще не отмечена была Америка. Тогда еще просто не открыл ее Колумб. И токарный станок здесь изобрели. И здесь же жил знаменитый известный художник-живописец Альбрехт Дюрер, сделавший для искусства Германии не меньше, чем Леонардо да Винчи для Италии. Здесь ходит метро, управляемое компьютером, и сохранились катакомбы XIV века. А кто не слышал о карандашах Фабер-Кастелл? А ведь этими карандашами пользовались и Гёте, и Ван Гог, а позже и Гюнтер Грасс, и Нео Раух. И производство этих карандашей в 8-м поколении продолжил сам граф Кастелл. Это персиковое здание ранее был дом Иоганна Нойдорфера, немецкого писателя, историка, математика, художника. И здесь сразу, прямо через дорогу, есть дом, где в детстве жил немецкий художник, гравер, живописец Альбрехт Дюрер. Также здесь жил и поэт-сапожник Ганс Сакс. Помните, я вам читала стихотворение «Горько-сладкая супружеская жизнь», про супругу ту. И органист Конрад Пауман здесь проживал. Знаменитые ювелиры здесь проживали, литейщики и многие другие. А я, друзья, уже очень близко подошла к Кайзербургу, крепости Нюрнбергской. В средние века императоры Священной Римской империи хранили здесь атрибуты императорской власти, где круглая башня, вот мне туда. Видите, на какой возвышенности находится? Вот сейчас буду подниматься на эту крепость. Здесь проходили заседания имперских судов. Кроме того, каждый новоизбранный римский император должен был, согласно указу, провести свое первое собрание именно в этой крепости. Та круглая башня, которую вы сейчас видели, это башня Зинвельтрум, которая датируется XIV веком. И раньше она несла функцию обороны, ну а сейчас несет функцию смотровой площадки. На верхнем этаже башни есть смотровая площадка, с которой можно полюбоваться завораживающей панорамой города и его окрестностей. Ну что мне вам говорить, увидите сами и ахнете. Когда я впервые увидела, я была в таком восторге. Друзья, а вы когда-нибудь ночевали или жили в крепости или в замке? А в Нюрнберге у вас есть такая возможность. Видите впереди здание? Это бывшая конюшня. Но это здание входит в состав Нюрнбергской крепости, а на верхних этажах мансардных, видите, в 5 этажей окна, посчитайте, мансардные, вот там хранили зерно. А сейчас это молодежное общежитие действующее, и гостям Нюрнберга и туристам можно там переночевать. Это действующий хостел с включенным вкусным завтраком. Представляете? Вы ночью спите или лежите, или утром завтракаете с видом не на море, а на Нюрнбергскую крепость.
где правили императоры Римской империи. Представляете, императоры и вы. Это сооружение является крепостью имперского города, а башню построили сами горожане, чтобы следить, что творится в крепости бургграфа и императорском замке, куда мы и направляемся. Слева это императорская часовня, туда заходить не буду, идем дальше. Мы заходим в эту арку, и видите, следующая арка, и как будто там туннель. Так вот, сверху там, когда нападал враг на город, скидывали на врага горячую смолу. Посмотрите, обратите внимание на стены, там такие вот как следы от пуль. Ну вот интересно, это все так отреставрировали под оригинал или на самом деле это сохранилось? Помним, да, что Нюрнберг на 92% был разрушен. И вот она, смотровая площадка, как раз попала я на закат, виды такие здесь шикарные. Вот это вид, да? Весь Нюрнберг на ладони. Вот так вот императоры находили себе места. И перед носом весь район ремесленников. А здесь и видно и телебашня Нюрнбергская, и церковь Лоренца, и церковь Зибальда, и церковь Елизаветы. Все видно. А здесь протекает река Пегниц между церквями Лоренц и Зибальда. Во внутреннем дворе крепости располагается глубокий колодец XII века. Его глубина почти 50 метров. И гид, чтобы продемонстрировать глубину, наливает воду в колодец, и эхо только слышно от воды через 5 секунд. В средние века при правлении императоров в подвалах крепости располагались пивные погреба, а при Гитлере здесь хранили награбленные ценности и сокровища со всей Европы. Но их вернули в музеи потом, после капитуляции Германии. Ну, Гитлер тоже не уступал королям, императорам и тоже проводил собрания в этой крепости. Вот через этот туннель входили в сам город, и вот в этой туннеле как раз и смолу горячую и скидывали на врагов. Нюрнбергская крепость расположена так стратегически выгодно на склонистом холме, что легко было обороняться над равниной-то, доминируя. Поэтому и была резиденцией немецких королей и римских императоров. Специально был вырыт этот ров, и вот видите, на возвышенности легче было бы обороняться, да и наоборот, нападать.
Спускаюсь с крепости и держу путь уже на дом Альбрехта Дюрера, художника. Помните, да? И хочу вам показать еще такую здесь скалу старинную. Ее называют некоторые скалой обезьян. Почему, не знаю, напишите в комментариях. Структура камня у скалы гладкая. Вот вообще эта скала повидавшая виды. Сколько веков она уже здесь. Отшлифовалась сама. Слышите звонкий смех из кафе с открытой террасой? Кафе находится у подножья замка, насколько оно старинное, я не знаю, но еда здесь традиционно баварская, немецкая. И эти дома старинные, фахверковые, и сейчас в них живут люди. Интересно, как им там в них живется? Может, они и хотели бы что-то поменять, но им нельзя, запрещено. Эти дома под защитой ЮНЕСКО, и внешний фасад нельзя менять. Необычно выглядит сочетание старинного дома, фахверкового, и более современного. Хотела вам показать зайца бронзового Дюрера. Он расположен здесь, на этой площади. Но здесь так многолюдно. В следующий раз покажу. Друзья, и наконец я подошла к дому известного немецкого художника, гравера, живописца Альбрехта Дюрера. Сегодня в честь Дюрера названы и улицы, и площадь, и пивные, и аптеки, и гимназии. А также об эпохе художника напоминают несколько памятников, расположенных в этой старинной части Нюрнберга. Международный аэропорт Нюрнберга также носит имя Дюрера. Обратите внимание на старинные окна, итальянские, сделаны как будто из дна бутылок. Ну, конечно, через них мало что увидишь, но уже попадал, если свет в комнату, уже было хорошо. А Дюрер жил зажиточно. У него первые 2 этажа каменные, а камень раньше ценился и стоил дорого. Сейчас в этом здании музей Дюрера, а хозяйничает там до сих пор его жена и рассказывает о художнике. Интересно, она знает, что ее муж уже ушел давно из жизни?
А напротив дома Дюрера магазин с копией работ Дюрера. Здесь же и знаменитый его заяц, и автопортрет, и белочка. Родился он в 1471 году и прожил 56 лет. Самые известные его работы – это «Руки молящегося», автопортрет, заяц, Адам и Ева, автопортрет с чертополохом, рыцарь смерти дьявол, 4 апостола, автопортрет в одежде, отделанной мехом, и 4 всадника апокалипса. А я хочу отметить еще один шедевр Дюрера. Это портрет матери Дюрера Барбары, выполненный углем. Дюрер изобразил 63-летнюю женщину, которая родила 18 детей, из которых выжили только 3, и была очень больна. Как написал о ней Дюрер, ей пришлось пройти через бедность, насмешки, пренебрежение, страх, боль, но она не стала мстительной. Я видел также, как смерть нанесла ей 2 сильных удара в сердце, и она отошла в другой мир в мучениях. Я молился за нее. Я испытывал тогда такую боль, что не могу передать. Мастер решил запечатлеть последние дни матери. И кажется, что этот рисунок выполнен очень быстро, за несколько часов. Одежда обозначена несколькими крупными штрихами, ведь самое главное было запечатлеть навсегда лицо дорогого человека. Кому интересно творчество Дюрера, можете посетить выставку в Берлине «Дюрер для Берлина», хотя Дюрер никогда не был в Берлине. А здесь обозначен дом Лазаруса Шпенглера, одного из самых ближайших друзей Альбрехта Дюрера. Он был и писателем, и поэтом, и богословом, и был всегда против кровопролитий. Обратите внимание на табличку, так всегда подписывался Альбрехт Дюрер, это его подпись. Буква «Д» внутри буквы «А». Впереди и памятник Дюрера. Убедились, да, значимости этой личности для жителей Нюрнберга. И сразу справа виднеется величественная церковь Зибальда. Кстати, у всех на слуху церковь Лоренца, а ведь церковь Зибальда построена раньше, она более стариннее, и построена она в честь Зибальда, священника, отшельника, жившего в лесу у Нюрнберга в VIII веке. Над его захоронением была построена церковь в 1225 году в стиле готика. Была разрушена в 1945 году, а затем восстановлена. Посмотрите, какая красота! И вся площадь здесь такая величественная. Удивляет архитектура и масштабы.
Сразу же здесь виднеется старая ратуша, Ратхаус. И как обещала вам показать изображение символа Нюрнберга, птицы Норрис с женской головой, вот на здании Ратхауса, над дверью, она изображена. Друзья, а чтобы вы не потерялись, я принесла с собой вам бронзовую такую карту старинной части Нюрнберга. Ну ладно, если вам не понятно, то есть еще и вот такая карта. Здесь уже все понятно. Много что уже я прошла, показала вам. Здесь вот указана и церковь Лоренца, и церковь Зибальда, и Нюрнбергская крепость. Ну, будем двигаться дальше. Справа кафе с подсветкой. И это старинное известное кафе, где продают маленькие тоненькие немецкие сосиски, приготовленные на гриле. Это топчик для туристов. Каждый турист должен посетить это кафе. Да не только, я думаю, что и жители Нюрнберга тоже посещают это кафе. Представляете, вот так вот сидите. Здесь у вас и церковь Зибальда, и старая ратуша, и рыночная площадь, и прекрасный фонтан. Подошла я к главной рыночной площади, и здесь вот такая сувенирная лавка. Здесь можно купить такие куклы красивые, интересные. Недорого, 25 евро. Представляете, вот этот прекрасный фонтан должен был изначально быть пикой для церкви Марии, которая находится рядом. Но она что-то там не подошла, и сделали из нее отдельно вот такой прекрасный фонтан. А на этом ограждении, заборе кованом, железном, есть потайные колечки, которые туристы тоже любят погладить, пощупать, загадать желание. А церковь Марии изначально была синагогой. Евреев изначально изгнали из Нюрнберга, снесли эту синагогу и построили церковь Марии. А щелкунчики стоят намного дороже.
И сердце Нюрнберга – главная рыночная площадь, где проходят все ярмарки, все мероприятия. Здесь и церковь Марии, и прекрасный фонтан. А Гитлер проводил здесь свои парады. Он как-то особенно любил Нюрнберг. Это видео получилось объемное, поэтому в следующий раз подробнее расскажу и покажу эту площадь. А сейчас с вами прощаюсь. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Чус!